Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами 25 февраля, сегодня у нас с вами воскресенье. И, к сожалению, сегодня достаточно тяжелый день по своей энергетике. Хотя еще вчера, 24 февраля, мы с вами встречали полнолуние в знаке зодиака Девы. Но ввиду того, что энергетика Луны очень сильно сейчас влияет, и те звезды, и те планеты, которые сошлись, к сожалению, и та энергетика, которая идет из космоса, к сожалению, сегодня будет достаточно тяжелый день, поэтому, пожалуйста, обратите внимание на те моменты, на те советы, которых мы, друзья, с вами проговорим. Итак, сегодня у нас с вами 25 февраля, обращаем ваше внимание, что у нас только самое-самое начало убывающей Луны, и мы еще с вами очень сильно чувствуем полнолуние, энергии достаточно много, на кого-то она очень активно влияет, люди не знают, куда себя деть, что делать, эмоции переполняют, поэтому сегодня, пожалуйста, благо, что сегодня воскресенье, благо, что сегодня выходной, поэтому если вы себя чувствуете себя нехорошо, или вы проснулись, у вас нет настроения, или вы как-то себя чувствуете не так, как вы должны себя ощущать и так далее, то вы подумайте о том, чтобы сегодня провести время именно дома. Старайтесь сегодня поменьше с кем контактировать, общаться, вести светские беседы, уделите внимание, наоборот, себе, подумайте о том, что бы вы хотели на протяжении года сделать, осуществить, реализовать. Это будет более правильнее, чем сегодня идти в социум, потому что люди разные, и, соответственно, энергетика по-разному влияет, потому что для кого-то полнолуние – это время достаточно такое активных действий, а для кого-то полнолуние – это, знаете, человек как выжатый лимон, не знает, куда себя деть, что ему делать и так далее, и так далее. Кроме того, сегодня прекрасный день для того, чтобы избавляться от ненужных вещей, предметов. Возьмите, лучше уделите сегодня внимание своему дому. Если вы сегодня на работе работаете, уделите внимание сегодня своему рабочему месту. Возможно, разберите старые бумажки, документы. Если это дома вы находитесь, возьмите какой-то участок себе в квартире или в доме и уделите этому внимание. Почему? Потому что вы таким образом освобождаете энергию и тем самым привносите в свою жизнь что-то новое. Поэтому подумайте об этом. Кроме того, не сильно сегодня старайтесь переусердствовать, старайтесь сегодня не сильно активничать, потому что некоторым людям будет достаточно сегодня тяжело. И также обращаем ваше внимание, сегодня то, что вы запланировали на сегодняшний день, может вами не осуществиться и не реализоваться. Почему? Потому что люди будут чем-то заняты. Сегодня могут люди вас подводить, говорить одно, в конечном итоге делать другое, и это, конечно же, очень сильно влияет. Кроме того, люди иногда сегодня что-то не понимают, а это будет их злить, люди будут проявлять сильную зависть, возможно, где-то злость, поэтому старайтесь сегодня держать язык за зубами, как можно меньше рассказывать о каких-то своих планах, мечтах, о каких-то своих желаниях. Почему? Потому что это привнесет в вашу жизнь, в первую очередь, какие-то дополнительные сложности, трудности, поэтому лучше старайтесь уделять сегодня себе. Кроме того, обращаем ваше внимание, проявляйте сегодня осмотрительность, также сохраняйте ясность ума и избегайте каких-либо экстремальных ситуаций. Если вы сегодня что-то запланировали поактивничать, даже если сегодня вы планируете в спортзал, на йогу и так далее, подумайте, если нет желания, лучше останьтесь дома, лучше отдохните. Сегодня вот тот день, когда вам нужно быть очень осмотрительным, сегодня надо быть осторожным и внимательным. Что же касательно здоровья, давайте мы здесь проговорим. Дело в том, что сегодняшний день очень хорошо подходит для очищения и избавления от токсинов, также избавления от ненужного. Это может быть связано с вашими эмоциями, отношениями, потому что
Именно знак зодиака Дева — это у нас с вами организация, это рационализация. Поэтому сегодня заботьтесь о себе, в первую очередь, о своем здоровье, о своем теле. Иногда это будет сложно. Кроме того, уделите внимание сегодня своему телу, своему организму и его потребностям. Возможно, вы ощутите и поймете, что для вас нужно. Постарайтесь сегодня ввести в свой режим питания овощи, фрукты. Возможно, вам стоит уделить сегодня внимание какой-то диете, на которую вы давно, возможно, планировали ее попробовать и никак не получалось. Также сегодня хорошо делать для пищеварительной системы детоксикацию и заниматься очищением организма. Кстати, старайтесь сегодня использовать рациональное питание, которое будет богатое питательными веществами, и старайтесь умеренно употреблять жидкость, потому что это поможет улучшить ваше общее самочувствие и помочь вашему телу. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня, если вы чувствуете, что себя не очень хорошо, у каждого это понятие разное, обращайтесь за медицинской помощью, не ждите вот какой-то критического момента или какой-то момента или точки, потому что многие люди привыкли: ой, еще не время, а потом может быть поздно, потому что сегодняшний день, он очень сильно влияет на те сферы, у которых у человека хромают или какие-то есть проблемы. Поэтому, пожалуйста, не игнорируйте вот те знаки, которые будут давать именно Вселенная. Обращаем на это ваше особое внимание. Не игнорируйте, потому что люди многие игнорируют, а потом нам пишут: а что же нам делать? Поэтому, пожалуйста, будьте немножечко предельно внимательны и осторожны. Что же касательно денег, то у нас с вами, начало убывающей Луны. А это период, когда энергия человека становится более подходящей для освобождения всего лишнего, от избавления от ненужных вещей и самого очищения. Поэтому постарайтесь, по крайней мере, оценить свои расходы, свои доходы, проанализировать свой бюджет и постарайтесь выявить те сферы, те области, в которых вы можете сэкономить на ближайшие 2-3 недели. И вы должны понимать о том, что знак зодиака Дева, в котором сегодня находится Луна, он ставит именно наш знак зодиака Дева, он ставит именно акцент на деталях. Поэтому обращайте внимание на оптимизацию всех тех процессов, которые происходят в вашей жизни. Планированием занимайтесь, разрабатывайте, возможно, какие-то планы на будущее, не бойтесь писать. Вы помните о том, что многие люди думают о том, что сейчас я в голове посчитаю, и все хорошо, но вы должны понимать и то, что очень важно, чтобы вы в своей голове просчитывали те или иные моменты. Кроме того, сядьте и подумайте, а как вы можете привлечь деньги в свою жизнь, какие у вас могут быть новые источники дохода. Сразу хотела вам сказать о том, что, пожалуйста, не смейтесь и не улыбайтесь, не думайте о том, что ой, у меня пенсия или у меня только моя работа. Вы знаете, вы сами себе можете найти источник дохода. Сейчас в интернете очень много предложений, заявок, нужно разбираться, нужно понимать, но это то же самое, если вы бы ходили на собеседование. Бывает так, что человек ходит на собеседование, бывает, что работодатель не подходит и по зарплате, по условиям труда, по каким-то социальным гарантиям и так далее, и так далее. И тоже интернет. Просто мы с вами привыкли именно приходить в физический мир, а мир интернета, вы видите, это онлайн. То есть мы бываем так, что общаемся с человеком, и, возможно, даже иногда не знаем. Поэтому просто продумывайте, просчитывайте все варианты. Иногда это сложно, но вы должны понимать и то, что если вы не будете проявлять инициативу и не будете искать то, что для вас действительно важно, интересно, то, к сожалению, вы так и останетесь тем, потому что можем вам сказать о том, что мы лично знаем людей, которые действительно живут на одну пенсию или на одну зарплату, но они еще у них есть подработка. Кто-то клинингом занимается, кто-то печет вкусные очень пироги, пельмени делают, кто-то умеет красиво шить, вязать, кто-то занимается перепродажей каких-то вещей достаточно уникальных. Не обязательно брендовые это могут быть вещи. Поэтому, пожалуйста,
не закрывайтесь от Вселенной, не закрывайтесь от высших сил, и думая о том, что ой, мне ничего не получится, я ничего не смогу, и что я могу делать вот здесь или там, где я проживаю. Вы все можете, если вы захотите. Да, нужно сесть, проработать, потратить время, ну а как без этого? Обращаем на это ваше внимание. Что же касательно сегодня денег, сегодня будьте внимательны и осторожны, потому что активизируются сегодня очень мошенники, недоброжелатели, которые будут пытаться любыми способами хоть 5 копеек, но у вас вынудить. Поэтому, если вы идете сегодня где-то на рынок, в магазины, следите за своим кошельком, следите за своей сумкой, ну и также следите, что вы покупаете и приобретаете. Особенно это касается тех же продуктов питания, тех же вещей, то есть перепроверяйте не только сдачу, но и также вот тот вещь или предмет, который вы будете приобретать. Потому что могут так, что вам подсунуть или гнилое, или вонючее, рваная, с какими-то дефектами и так далее, и так далее. Вот сегодня такой день, он так влияет, к сожалению, на людей, что люди иногда не понимают, что они творят, потому что энергетика этого дня достаточно тяжелая. Обращаем ваше на это особое внимание. Поэтому не игнорируйте, пожалуйста, эти советы и не думайте о том, что ой, мне это не грозит, я сегодня никуда не пойду. До смешного могут прийти к вам домой и даже люди незнакомые, и, например, что-то у вас попросить и так далее, а вы, как добрая душа, решите помочь, может быть, еще 1000 других случаев, могут позвонить телефону, мошенники и так далее. Поэтому, пожалуйста, будьте сегодня предельно внимательными. Энергетика, к сожалению, этого дня, вот она активирует именно мошенников, недоброжелателей и в том числе и ваших врагов. Теперь давайте посмотрим, какая карта Таро выпала на этот день, 25 февраля. Итак, друзья, карта — это Отшельник. Эта карта говорит нам о том, что мы с вами сегодня и должны находиться в состоянии поиска, мудрости, искать внутреннее просвещение. Также этот день призывает нас к обдуманности, к самоанализу. Кроме того, этот день нам показывает о том, что мы немножечко отстранились от внешнего мира и обратились к своему внутреннему миру и постарались найти ответы на свои вопросы. Также этот день для самопознания, для размышления о смысле жизни, для внутреннего роста. Также очень день напоминает нам о важности нашего внутреннего состояния, самоанализа. Также постарайтесь сегодня осмысливать свои цели, ищите мудрость. Это иногда очень сложно, но вы должны понимать, что без этого, к сожалению, никуда. Также эта карта говорит нам на то, что ответы, которые вы ищете, находятся внутри вас самих, и что внешние поиски могут привести нас к истине только через внутреннее просвещение и самопознание. Поэтому открывайтесь, ищите себя настоящих, и ищите то, что вы хотите привнести в свою жизнь. Теперь давайте, друзья, поговорим, какой же совет нас ждет сегодня от Архангела Михаила на этот день, 25 февраля. Итак, вы знаете, сегодня призывает нас Архангел Михаил к силе и к решимости. Да, сегодняшний путь, дорога у некоторых людей будут, как, знаете, как испытания, будут какие-то трудности, будут какие-то вызовы. Но помните, что у вас заключена неисчерпаемая сила и мудрость. Поэтому будьте уверены в себе, будьте уверены в своих способностях. Кроме того, сегодня постарайтесь найти в себе силу и мудрость, чтобы преодолеть любые препятствия, которые могут встретиться на вашем пути. Также не забывайте и о своей защите. Оберегайте себя, оберегайте свои мысли от вредоносных влияний. Помните, что вы всегда можете обратиться за поддержкой и защитой к высшим силам, к Архангелу Михаилу, к своему ангелу-хранителю. Также не забывайте доверять своей интуиции и вашему внутреннему знанию, потому что вы действительно знаете ответы на свои вопросы. Главное, позвольте свету и мудрости пролиться в вашу жизнь, и вы тогда точно сможете обрести и ясность, и понимание. Помните о том, что высшие силы, они нам помогают, дают подсказки, дают знаки. И вот наша задача их увидеть. Конечно, иногда это очень сложно сделать ввиду разных обстоятельств, но помните о том, что тот человек, который ищет, он всегда найдет то, что ему важно и нужно в его жизни. Друзья, как мы говорили, ввиду того, что сегодня достаточно тяжелый день, давайте сегодня с вами проведем
одну простую практику. Эти слова вам нужно сегодня говорить в любое время, когда вам тяжело, когда вам хочется плакать, когда вы чувствуете себя не очень хорошо, или даже вы сегодня у вас все прекрасно, но эти слова помогут вам защититься от любого негатива. И они звучат, друзья, следующим образом. Обращаем ваше внимание, эти слова будут в описании к этому видео. Желательно их прописать в комментариях к этому видео. И таким образом вы их активируете. Ну и на протяжении всего дня старайтесь эти слова говорить. Мы их оставим в описании к видео. И давайте их сейчас озвучим, чтобы вы понимали, что это за слова. Ангел Божий, святой мой хранитель, данный мне от Бога с неба для сохранения. Прошу тебя усердно, ты меня сегодня вразуми и сохрани от всякого зла, научи меня доброму делу и направь меня на путь спасения. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Друзья, эти слова будут в описании к этому видео, поэтому обязательно прочитайте их, не забудьте в комментариях, это очень важно. Друзья, вот такой сегодня достаточно тяжелый день. Мы надеемся, что наши советы, друзья, и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, ставьте лайк этому видео. Ну а сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.